Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Мы продолжаем говорить о самых главных, самых интересных событиях в мире футбола. И в этой части программы поговорим о том, что происходило на полях за границами нашего Отечества. Я бы, честно говоря, сконцентрировался на одном событии. Безусловно, самым ярким, самым знаковым и самым интересным, на мой взгляд. Я имею в виду матч очередного тура чемпионата Англии по футболу между лондонским Челси и Манчестер Юнайтед. Думаю, кто смотрел этот футбол, такая возможность была благодаря трансляции прямой на телеканале «Россия-2», те со мной согласятся, что вот именно за то, что продемонстрировали эти два клуба, мы и любим футбол. Такие матчи случаются все-таки чаще в английском чемпионате, чем нежели в других. Мы, конечно, можем вспомнить там противостояние Реала и Барселоны, но все равно вот из последних игр, которые я видел, вот этот матч, наверное, один из самых ярких, самых напряженных. Ну, там было все. Там футбол прекрасный, исполнительское мастерство, ярость и невероятное упорство одной из команд, я имею в виду Манчестер Юнайтед, которая, проигрывая со счетом 3-0, сумела, все равно играла до конца и сумела сравнять счет. Даже если бы Манчестер Юнайтед не сравнял счет, на мой взгляд, все равно они были бы достойны уважения невероятно. Все-таки сэр Алекс Фергюсон создал команду, которую победить можно. И это Манчестер Сити доказывал, когда громил эту команду. Но в любом случае все равно Манчестер играет до конца. Тогда вот в игре с Манчестер Сити не повезло, но они поэтому так много и пропустили, тогда разгромно проиграли, потому что до конца хотели, имели в виду не просто даже там забить какие-то мячи престижа, а имели в виду что отыграться. Играли на то, чтобы не проиграть. Да, может быть и выиграть. И то же самое можно сказать об этом матче. Манчестер Юнайтед, как бы там ни складывался для них неудачно этот матч, и первый мяч был пропущен довольно курьезный, да, там после рикошетов мяч залетел от защитника, сначала попал в Де Геа, вратаря Манчестер Юнайтед, попал в защитника и потом залетел в ворота. Вот. Несмотря на то, что они потом уже к середине второго тайма проигрывали со счетом 3-0, за 6 минут пропустили 2 мяча. И казалось бы все. Но многие бы просто уже играли, ну так, по инерции. А Манчестер Юнайтед играл ради того, чтобы не проиграть, а может даже и выиграть. Ну, многие, конечно, пишут о двух вещах после этой игры. Это, во-первых, о характере Манчестер Юнайтед. Действительно, вот такой бойцовский характер — это просто отличительная черта этого клуба на протяжении уже многих десятков лет. И это, конечно, в традициях клуба, и очень приятно, что ну, хотя бы где-то эти традиции сохраняются. Где-то есть клубы, которые вот умеют вот так играть до конца, на зубах, когда не везет. И вообще все, вот этот характер, он там восходит своими корнями еще вот в черную дату для Манчестер Юнайтед. Кстати, вот сегодня мы пишем эту программу 6 февраля, в день, когда случилась мюнхенская трагедия. Манчестер Юнайтед, напомню, тогда практически в полном составе погиб, вылетая из Мюнхена. И это случилось в 1958 году. И после этого Манчестер Юнайтед сумел возродить эту команду, несмотря на то, что там, ну, практически лучшие футболисты погибли этого клуба. Причем сумел возродить его на основе своих воспитанников. Это один из таких подвигов футбольных, которые есть в истории футбола. За что Манчестер Юнайтед многие и любят, и уважают этот клуб, даже если не болеют за него. Напомню, что ну, там, другим таким проявлением, конечно, характера Манчестер Юнайтед это был знаменитый финал Лиги Чемпионов в 1999 году, когда Манчестер Юнайтед, проигрывая Баварии за счетом 1-0, в самой концовке матча, буквально в последние 2 минуты, сумел забить 2 мяча и выиграл эту встречу и завоевал этот самый престижный трофей в мире клубного футбола. Ну вот то, что произошло в игре с Челси, наверное, из разряда таких, может быть, не самых таких великих подвигов клуба, но во всяком случае. Есть, конечно, в английском футболе примеры и других клубов, там, конечно, приходит на ум, там, на память финал Лиги Чемпионов, когда Ливерпуль, проигрывая после первого тайма Милану со счетом 3-0, умудрился сравнять счет 3-3 и затем в серии пенальти обыграть и выиграть этот кубок, Лигу Чемпионов. Но Манчестер Юнайтед
то, что касается характера, безусловно, выделяется. Ну и вторая вещь, о которой сейчас пишут, это, конечно, судейство Уэба, который поставил 2 пенальти в ворота Челси, причем если по одному там особых споров нету, но вот второй вызывает споры. Те, кто болеет против Манчестера, считают, что пенальти не было, кто за, то считает, что был. Но в любом случае, я думаю, что был он или не был. Ну, я считаю, что был все равно, но неважно. Я не совсем в этом случае человек нейтральный, так скажем. Но я считаю, что со мной согласятся все, кто видел этот футбол. Манчестер Юнайтед заслужил ничью, ну как минимум ничью, а может быть и победу в этой игре. Вообще игра была хорошая. Наверное, все. На этом я завершу. Мне просто хочется пожелать нам, болельщикам российским, чтобы мы видели побольше такого футбола не только на полях там, Великобритании, Англии, Италии или Испании, чтобы вот такого бескомпромиссного, яркого, интересного футбола было побольше и на наших российских полях. А на этом я с вами прощаюсь. До новой встречи. Как всегда, будем обсуждать самое интересное в мире футбола.